Всем привет! И сегодня у нас разбор Кубка мира по скалолазанию в дисциплине боулдеринг, который прошел в Солт-Лейк-Сити. Первая женская трасса. Из 20 участниц только 12 смогли преодолеть эту трассу, то есть трасса была довольно простой. Первая трасса находится на вертикали по пирамидкам Blocks, которые делаются в Германии. У них очень хорошее трение. Чтобы взять зону правой рукой, необходимо отпустить две руки. Для этого ногами нужно обжать зацепки и давить вовнутрь, на сжатие. Притянуть себя немного тазом и перевалиться направо. Обратите внимание, когда участница переваливается, она чуть-чуть приседает, тем самым компенсирует маятник. После зоны также есть ключевое движение – перевалиться налево. То есть участнице надо развернуться на 180 градусов и взять предпоследнюю зацепку в откидку влево и поставить ногу левую на зону. И почти все участницы, которые долазали до предпоследней зацепки, уверенно брали финиш. Вторая женская трасса проходит по небольшому нависанию, по зацепкам на компрессию и обжимку. Очень интересная трасса, ее снимали чаще всего, поэтому на ней получилось смонтировать больше всего участниц. До зоны долезть было нетрудно, многие участницы долазали до зоны, но только 5 участниц долезли до последней финишной зацепки. Из них 4 попали в финал. Ключевое движение на этой трассе – взять предпоследний рельеф. Он достаточно плохой, и большинство участниц закладывали правую пятку на зону, чтобы закрестить на пирамидку, на которой была очень маленькая плохая зацепка. Но не все участницы закладывали пятку. Некоторые меняли ногу, садились на правую и аккуратно заваливались. Но это, скорее всего, исключение, потому что достаточно сильные пальцы, хватало сил. В основном все дотягивались с пятки, зажимали очень плохую зацепку правой рукой, левой рукой выдавливались через предпоследнюю зацепку и дотягивались до топа. Те, кто пытались сдвоиться на рельефе, как правило, падали. То есть необходимо было жать очень хорошо правой рукой. Третья женская трасса и самая простая среди полуфиналов. Все участницы смогли преодолеть эту трассу. Трасса была проходная, и это было очень важно. Иначе 5 участниц остались бы без топа на трассах, то есть разложили бы по зонам. Я считаю, что лучше всего, когда даже последняя участница залазит хотя бы одну трассу. Это намного зрелищнее для зрителей соревнований, а для участников соревнований есть больше мотивации тренироваться и лазать. Когда у тебя хоть что-то получилось, ты более замотивированный, чем когда у тебя ничего не получается. Сложность и неочевидность трассы в том, что когда ты прыгаешь, рельеф находится довольно далеко от стены, и несмотря на небольшое нависание у стенда, зацепка находится далеко от стенда, а значит нависание увеличивается, и маятник при прыжке увеличивается существенно. Поэтому удержаться на зоне было довольно проблематично, и многие участницы потратили много попыток, чтобы удержать зону. Дальше необходимо было двумя ногами вылезти на зону и аккуратно финишировать. Чем меньше участница по росту, тем тяжелее ей дотянуться, потому что ноги надо сильнее выпрямить, а значит тебя будет сильнее выкидывать. И наоборот, чем выше участница, тем легче финишировать. Ноги сгибаешь, центр тяжести ближе к стене, а значит намного легче дотянуться. Четвертая женская трасса и самая тяжелая. Всего ее преодолели только 3 участницы соревнований, и все 3 попали в финал. У трассы две сложности. Первая – это первое движение, на разрыв надо удержать зацепки. Тут есть два варианта. Если вы хотите большую нагрузку держать на правой руке, значит надо таз держать как можно правее. А если вы хотите перевалиться на левую руку, то необходимо правую ногу вынести в крест, тогда будет легче удержаться. Затем зону. Зону взяли почти половину участниц соревнований. И дальше очень тяжелое движение на финиш. Необходимо присесть, резко себя притянуть тазом к стене и правой ногой вытолкнуться наверх. Финишная зацепка не очень хорошая, а предфинишные мизерки еще хуже.
Совсем недавно я завел себе страничку на Патреоне, и теперь там выкладываю каждый месяц тренировки по ОФП, СФП, ЛФК, мобилити и растяжки, рассчитанные на 2 тренировки в неделю. Вы можете подписаться на мой Patreon и прокачаться вместе со мной. Я пишу вам план, вы выполняете упражнения. Упражнения подходят для уровня от 6А до 7С. Так что пробуйте, подписывайтесь, поможете развитию моего канала. А теперь мы переходим к мужскому полуфиналу. Первая мужская трасса оказалась самой тяжелой в полуфиналах. Только 4 человека смогли долезть до зоны. Снимали эту трассу очень мало. Операторы видели, что трасса тяжелая, что практически никто не пролазает, поэтому не снимали. Будет попытка пролаза у Фуджи Кокора. Ну а сейчас посмотрим на других участников соревнований, которые пытались сделать перехват на зону. У Фуджи были первые попытки тоже неудачные. Ян Хоер зажимает сверху деревяшку в актив, но тем не менее все равно не получается удержаться. Эти цепки сделаны читы, бумеранги, очень плохие, пассивные, есть в Climb Lab в Москве, их можно потрогать. И представить, что их зажимают сверху, очень трудно, они действительно очень плохие. А на трассу выходит Фуджи Кокора, и, к сожалению, нам не показали, как он делает переход на зону, удерживает зону с 4-й попытки, дальше начинает переминаться левой ногой, пытаясь поставить чуть получше, и соскальзывает. Надо было, наверное, поречь вставать. Вторая мужская трасса была намного проще, чем первая, ее залезло 9 человек, и при этом многие прыгали совершенно разным раскладом. Кто-то прыгал в крест, кто-то дохватывался, кто-то подставлял ногу. Все попытки не стал записывать, их было большое количество. Несмотря на то, что трасса была довольно простой, 9 человек финишировали, многие падали уже после зоны, после прыжка, не могли взять финиш или не могли уйти из зоны. На финиш тоже очень интересное движение, не многие смогли его сделать, делали неправильно, пытались его зажать, хотя надо распираться, то есть давить ногами вниз, а руками вверх. Плюс из-за того, что слева и зацепка активная, многие не переваливались направо, из-за этого правая рука у них не начинала держать. Например, славянский спортсмен сейчас переваливается направо, центр тяжести у него над ногой, а значит рука будет держать. Адам Ондре поставил левую ногу очень высоко, тем самым завалился направо. Французский спортсмен Меджи Шалк, который совсем недавно выиграл первенство мира по скалолазанию в дисциплине болдеринг, выступает на соревнованиях и лезет очень интересным раскладом. У нее остается 7 секунд, чтобы финишировать, уводит ногу в крест, тем самым изменяет центр тяжести, сдвигает его направо, и значит рука начинает хорошо работать. Третья мужская трасса и также одна из самых тяжелых трасс. Многие спортсмены смогли долезть до зоны, еще меньше спортсменов смогли долезть до топовой зацепки, но не смогли ее удержать. Только Фуджи Кокора смог удержать финишную зацепку. А теперь посмотрим, какие проблемы были у спортсменов. Несколько спортсменов заклинивали пятку, что сильно облегчало переход на предзоновую зацепку, но затем, когда ты скидываешь ногу, тебя начинает разворачивать. Здесь надо было левую ногу подставлять Алексу Мегасу, и тогда бы он удержал предзоновую зацепку. После того, как сдваиваешься на предзоне, подставляешь на красный тазик левую ногу и встаешь правой рукой на актив. Актив довольно маленький и очень плохой. Якоб Шуберт левой рукой берет новые рельефы, ни разу их не трогал, в России их нету, к сожалению, Enterprise, официальный спонсор соревнований. Раньше постоянно были энтерпрайзские зацепки на соревнованиях, но по мере развития скалолазных зацепок их стало все меньше и меньше. Обратите внимание на левую ногу Якоба Шуберта, когда он делает движение на финиш, он ее не скидывает, но почти удержал. Если бы увел левую ногу левее, центр тяжести бы изменился и грузил ее более перпендикулярно по отношению к рабочей плоскости. И Фуджи Кокора скидывает левую ногу, противовес руке, поэтому его не скидывает, заклинивает правую пятку и подвисает на финишной зацепке. Четвертая мужская трасса, и только 2 топа мы сможем увидеть. Это Фуджи Кокора и Адам Ондре. Наверное, в другой ситуации я бы мог сказать, что это неплохо, что на соревнованиях тяжелые трассы. Но со стороны зрителей на соревнованиях я мог увидеть только 3 топа у Фуджи Кокора, 2 топа у Адама Ондре и еще у 7 участников соревнований по 1 топу. Все остальные, то есть 10 участников, не взяли ни одного финиша на трассе. Это говорит о том, что мне было бы скучно смотреть на трассы. То есть
Да, кто-то иногда и изредка залазает трассы, но в целом почти никто не залазает их. Не хватает действия. У девушек было намного интереснее. Были трассы, на которые можно было все время смотреть и видеть, что ее пролазают. То есть, если ни у кого ничего не получается, ты смотришь на вторую женскую трассу, и там наверняка будут финиши. А у парней можно было смотреть на первую трассу, и там по нулям. Переходим на четвертую трассу. Движение на зону все делали по-разному. Кто-то прыгал, кто пониже, а кто повыше, поднимали ногу на красную зацепку и легко дотягивались до зоны. Дальше мне понравилось следующее движение, очень нестандартное. Берешь угол и прыгаешь на компрессию. Все довольно легко допрыгивали, никаких проблем у сильных спортсменов с этим движением не было. Адам Мондра опять дотягивается, что не прикольно. Опять получается, что те, кто покороче, им приходится сильно далеко прыгать, а высокие совершенно легко достают до зацепки. Очень тяжелое движение с перекидыванием ног. Чем ты длиннее, тем легче. И правой рукой мы можем видеть, как тяжело Ондре выдавливаться через руку. И этот финиш помогает Адаму попасть в финал. Фуджи Кокера, повисая на руках, раскачивается, перекидывает ногу, потому что не хватает роста, как у Ондры, сразу перекинуть. И ему еще тяжелее выдавливаться, чем Адаму, из-за того, что он пониже. Видно, как медленно он это делает и насколько ему тяжело. Тем не менее, финиширует. И Фуджи Кокера попадает в финал с 3 топами. Единственный спортсмен, который залез в 3 трассы. У Адама Мондры 2 трассы, у Грегора Визоника 1 трасса. Якоб Шуперт, Анзе Пехар, Мечди Шал попадают также с 1 топом и 3 зонами. На 15 место выходит Алексей Рубцов. Финал не проходит, у него 3 зоны. У девушек трассы были чуть попроще, поэтому борьба была более явной. Наталья Гроссман, единственная спортсменка, которая пролезла 4 трассы с 6 попыток. Брук Рабату, Йоханна Фарбер, Джессика Пилс и Хананака залезли 3 трассы. И Ариан Бертон, девушка из Франции, также достаточно молодая, которая совсем недавно выступала в Швейцарии и заняла 3 место, попадает с 2 трассами. Спасибо всем тем, кто подписывается на мой Patreon канал. Вы помогаете развивать YouTube, я могу больше времени уделять обзорам. Скоро я уезжаю в Карелию, затем в Санкт-Петербург и потом в Крым. И после этого я постараюсь выложить влог о поездке в Карелию, о соревнованиях в Луче и о соревнованиях в Крыму в Баштановке. Скорее всего, в это время влоги я не смогу делать, не будет времени, но постараюсь успеть выложить обзор финалов с Кубка мира по болдерингу из Солт-Лейк-Сити в следующую субботу. Если вам нравится смотреть короткие обзоры соревнований, которые занимают не 2-3 часа, как оригинальной версии, а 10, 15, 20 минут, подписывайтесь на мой Patreon и распространяйте этот ролик. И это поможет мне больше времени уделять любимому делу. Пока!